Рак шейки матки является злокачественным новообразованием, которое развивается в тканях шейки матки. Он обычно начинается в клетках, покрывающих поверхность шейки матки, цервикальной эпителий. Вирус папилломы человека играет ключевую роль в развитии этого типа рака. Риск развития опухоли сильно возрастает после 30 лет. Обычно развитие опухоли занимает 10-20 лет с длительной стадией предрака без каких-либо симптомов. Однако существуют агрессивные формы, которым хватает 1-2 года. Вылечить развившийся рак крайне сложно, а на поздних стадиях зачастую невозможно. Поэтому каждой женщине жизненно необходима ранняя диагностика и своевременная профилактика рака шейки матки. Вот некоторые важные факты о раке шейки матки. Причины. Основной причиной рака шейки матки является инфекция вирус папилломы человека, такими как ВПЧ-16 и 18. Другие факторы риска включают в себя курение, иммунодефицитные состояния и сексуальную активность в раннем возрасте. Симптомы. Симптомы рака шейки матки могут включать в себя аномальные кровотечения, например, после половых контактов, между менструациями или после менопаузы, боли внизу живота, боль во время сексуальных контактов и необычные выделения из влагалища. При определенных условиях вирус папилломы высокого онкориска после проникновения в клетку шейки матки способен встраиваться в ДНК, интегрироваться. Затем вирус начинает продуцировать онкобелки И6 и 7, которые нарушают работу противоопухолевых белков, и клетки шейки матки начинают бесконтрольно делиться. В результате этого процесса образуется опухоль. Для диагностики рака шейки матки используются различные методы, включая ПАП-тест, цитологический мазок, тест на ВПЧ, колпоскопию, визуальное исследование шейки матки и биопсию. Для анализа на носительство ВПЧ абсолютно безболезненно берется урогенитальный соскоб. Если женщина ведет половую жизнь, необходимо проводить тесты на ВПЧ с определением типа вируса как минимум ежегодно. Вирус найден. Что дальше? Получение диагноза рака шейки матки может быть ошеломляющим и стрессовым моментом. Однако существуют шаги, которые можно предпринять для эффективного управления ситуацией и получения наилучшего лечения. Вот что стоит делать, если диагноз рака шейки матки подтвердился. Обратитесь к специалистам. Сразу же после получения диагноза обратитесь к онкологу-гинекологу или специалисту по раку шейки матки. Он будет координировать ваше лечение и давать вам советы по следующим шагам. Обсудите лечение. Ваш врач будет проводить дополнительные обследования, чтобы определить стадию рака и выбрать наилучший план лечения. Лечение может включать в себя хирургию, лучевую терапию, химиотерапию, иммунотерапию или их комбинации. Обсудите все варианты лечения с вашим врачом и задавайте вопросы, чтобы полностью понять план лечения. Рассмотрите второе мнение. Иногда бывает полезно получить второе мнение от другого специалиста, чтобы убедиться в правильности выбранного плана лечения и оценить возможные альтернативы. Поддержка и психологическая помощь. Диагноз рака может оказать серьезное воздействие на эмоциональное и психологическое состояние. Рассмотрите возможность обращения к психологу, психиатру или психотерапевту для поддержки и помощи в справлении с стрессом и тревожностью. Поддержка семьи и близких. Обсудите свой диагноз с близкими людьми, которые могут предоставить вам эмоциональную поддержку и помощь в повседневных делах. Здоровый образ жизни. Поддерживайте здоровый образ жизни, включая правильное питание, физическую активность и управление стрессом, чтобы укрепить свой иммунитет и максимизировать результаты лечения. Соблюдайте план лечения. Важно строго соблюдать рекомендации вашего врача и следовать плану лечения. Не стесняйтесь обсуждать все свои заботы и вопросы с медицинской командой. Участие в клинических исследованиях может предоставить доступ к новым методам лечения и терапиям. Регулярные медицинские обследования и скрининг. После завершения лечения продолжайте регулярные медицинские осмотры и скрининг для контроля состояния и выявления рецидивов. Скрининг рака шейки матки – это процесс регулярных медицинских обследований, направленных на выявление предраковых состояний рака шейки матки на ранних стадиях. Раннее обнаружение позволяет начать лечение на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на выздоровление. Вот основные методы скрининга рака шейки матки. Перед тем, как перейдем к методам скрининга, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра.
ПАП-тест, цитологический мазок, это один из наиболее распространенных методов скрининга. Врач берет мазок с поверхности шейки матки и анализирует клетки под микроскопом. Целью этого теста является выявление аномалий и предраковых состояний. Рекомендуется проводить его регулярно, обычно раз в 1-3 года, в зависимости от рекомендаций врача и возраста. Если результаты ПАП-теста или теста на ВПЧ вызывают подозрения, врач может выполнить колпоскопию. Во время этой процедуры используется специальное устройство – колпоскоп, чтобы более детально исследовать шейку матки. Биопсия. При обнаружении аномалий или изменений, врач может взять образец ткани, биопсию для более точного анализа и определения наличия рака. Лечение зависит от стадии рака, но может включать в себя хирургическое удаление опухоли, лучевую терапию, химиотерапию или комбинацию этих методов. Лекарственные травы. Лекарственные травы могут быть использованы как дополнительное средство к основному лечению рака шейки матки, но они не могут заменить стандартные методы лечения, такие как хирургическое вмешательство, лучевая терапия и химиотерапия. Тем не менее, некоторые травы могут помочь облегчить симптомы и укрепить иммунную систему во время лечения. Важно обсудить использование трав с вашим лечащим врачом перед началом какого-либо лечебного режима. Вот несколько трав, которые могут быть рассмотрены. Эхинация. Эхинация известна своими иммуномодулирующими свойствами и может помочь укрепить иммунную систему. Алоэ вера. Гель из алоэ вера может быть полезным для облегчения раздражения кожи при лучевой терапии. Шалфей. Шалфей может помочь при болях во время сексуальных контактов и уменьшить воспаление. Куркума. Куркума содержит куркумин, который обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снизить воспаление в организме. Череда может быть использована для очищения организма от токсинов. Молочный черед. Этот травяной препарат может помочь улучшить функцию печени, которая может быть подвержена негативному воздействию лекарств при лечении рака. Семена льна. Семена льна богаты антиоксидантами и могут помочь поддерживать здоровую пищеварительную систему. Помните, что использование лекарственных трав должно быть согласовано с вашим врачом, чтобы избежать взаимодействия с лекарствами, а также чтобы убедиться, что они безопасны для вас в вашей конкретной ситуации. Лечение рака шейки матки должно быть медицински надзираемым и под руководством специалиста. Профилактика рака шейки матки играет важную роль в сохранении здоровья женщин. Вот некоторые основные шаги для предотвращения этого заболевания. Вакцинация от вируса папилломы человека. Этот вирус является основной причиной развития рака шейки матки. Вакцинация предоставляет защиту от наиболее опасных штаммов ВПЧ. Обратитесь к врачу, чтобы узнать, какие вакцины рекомендуются и когда их следует пройти. Регулярные медицинские осмотры, регулярные посещения гинеколога для проверки состояния шейки матки и проведения мазков на наличие аномалий могут помочь выявить рак на ранних стадиях, когда его легче лечить. Скрининг на рак шейки матки. Проведение ПАП-теста, цитологического мазка или теста на ВПЧ согласно рекомендациям врача. Регулярный скрининг помогает выявить предраковые состояния и рак на ранних стадиях. Избегание курения. Курение увеличивает риск развития рака шейки матки, поэтому старайтесь избегать этой привычки. Сильная иммунная система способствует борьбе с ЭПВ и предотвращению его долгосрочного наличия. Поддерживайте здоровый образ жизни с правильным питанием, физической активностью и управлением стрессом. Использование презервативов. Использование презервативов может снизить риск передачи ВПЧ и других инфекций, которые могут привести к раку шейки матки. Следование медицинским рекомендациям. Если у вас были выявлены предраковые состояния или изменения на шейке матки, следуйте рекомендациям врача относительно лечения и контроля. Помните, что регулярный медицинский контроль и соблюдение рекомендаций врача играют ключевую роль в профилактике рака шейки матки. Не стесняйтесь обсудить все вопросы и опасения с вашим врачом, чтобы он мог предоставить вам наилучшие рекомендации для вашей ситуации.